Привет, ребята! Кажется, что когда ты становишься старше, тебе задают много вопросов, потому что всем интересно узнать о твоей жизни и о твоих взглядах. Моя дочь задала мне вопрос. Она сказала: «Какой совет ты мне дашь? Можешь дать мне что-нибудь, чтобы когда я была постарше, я была бы уверенней, как ты, и смогла бы прожить достойную жизнь?» Я ответила ей: «Я не уверена, что могу научить тебя всему этому, то, что я прожила, но могу поделиться своими уроками, которые извлекла за свои годы и которые помогли мне сделать жизнь намного лучше. Возможно, не длиннее, но лучше», я сказала. «Я многому научилась за свою жизнь. Я совершила много ошибок, но самое лучшее в этих ошибках – это то, что я извлекла из них уроки и не повторяла их снова и снова. Но первое, что я сказала в жизни – делай то, что правильно, а не то, что легко. Иногда мы выбираем легкий путь, потому что он проще и удобнее для нас, но, возможно, не так уж хорош для всех остальных. Но я хочу, чтобы вы выбрали другой путь, свой путь. Хочу, чтобы вы делали то, что правильно. Будь это учеба в университете, с друзьями, или работа, или в семье вашей. Вы выбираете легкий путь, но сядьте и подумайте, может быть, легкий путь окажется правильным, но не выбирайте его без размышлений и всегда думайте о том, чтобы выбрать правильный путь. Я знаю, что многие из вас, вероятно, сталкивались с ситуациями в жизни, где нужно было принимать такие серьезные решения. И, возможно, в молодости вы принимали эти решения, потому что так было проще. Но теперь, когда вы стали старше и прожили чуть больше, вы понимаете, что это была ошибка. И следовало бы выбрать правильный путь. Я всегда старалась идти по правильному пути, хотя это было не всегда легко. И, пожалуй, самое важное, что я сделала, это то, как поступила, когда мой муж заболел. Я оставила успешную карьеру, то есть я оставила свою работу. Это было невероятно сложно, потому что я обожала свою работу, я любила вставать и каждый день ходить на работу. Я обожала это, но я знала, что когда я потеряла мужа и стала главным опекуном своих детей, я поняла, что правильный путь – это быть рядом с ними, чтобы они не потеряли и мать. Я знала, что правильный путь – это остаться с ними, расти их, воспитывать их, найти работу, которая позволит мне обеспечивать детей, но при этом быть рядом с ними. Это было непросто, но я знала, что так правильно. Это был правильный путь, потому что я их очень люблю. И это первое, что я сказала своей дочери. Старайтесь выбирать правильный путь. Когда мы были моложе, разве наши сердца не были переполнены мечтами? О, я помню свои мечты, которые, возможно, оказались недостижимыми, когда я жила в этом маленьком городке. Но мечты остаются лишь мечтами, пока вы не начнете действовать. Возможно, потребуется много времени, чтобы осуществить мечту. Мне потребовалось много лет, чтобы осуществить свою мечту. Я никогда не отпускала эту мечту. Я всегда знала, что подходящее время для каждого свое. Но если у вас есть мечты, не просто мечтайте о ней, начинайте действовать и делать. Я всегда говорю, будьте добры каждому, кто встречается на вашем пути. Это потому что это один из главных уроков, которые я вынесла из жизни. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились и к вам. Потому что все, что вы отдаете в жизни,
возвращается к вам. Все. Если вы отдаете негатив, ненависть, злобу или зависть, это обязательно вернется к вам бумерангом. Но если вы даете любовь, поддержку, доброту, все это вернется к вам. Я искренне верю в то, что нужно относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Я считаю это важным. Рискуйте, а если потерпите неудачу, не останавливайтесь на этом, не останавливайтесь, поднимайтесь с колен, как я говорила 1000 раз, поднимайтесь с колен и не сдавайтесь, потому что если вы сдадитесь, вы ничего не достигнете в жизни никогда, и все потерпите крах, и вы окажетесь крайне несчастны. Будете задаваться вопросом, почему это так? Но не сдавайтесь, если у вас есть мечта, цель, предназначение, чтобы это ни было в вашей жизни, не сдавайтесь. Даже если вы сажаете деревья, сад, если выросла только половина этого сада, не сдавайтесь. Посадите новые семена, поливайте их, и они обязательно вырастут. Это как наша жизнь. Если мы посадим хорошие семена, вряд ли что случится с нами, если мы не будем доводить дело до конца. Так что старайтесь, не сдавайтесь. И я думаю, что это вдохновляет даже молодых людей, потому что в этом мире все кажется таким сложным, что они иногда просто сдаются, так как это кажется слишком тяжелым. Помните, я всегда говорю об интуиции и о том, как она важна во всем, что мы делаем, и как часто мы не слушаем эту интуицию, которая в 99 случаев оказывается права. Слушайте свою интуицию, слушайте свое сердце всякий раз, когда вы сомневаетесь в чем-то или должны принять важное решение в своей жизни. Всякий раз, когда вы встречаете кого-то и чувствуете какую-то энергию, будь то негатив или позитив, слушайте свою интуицию. Сколько раз в вашей жизни ваш внутренний голос что-то подсказывал, а вы отмахивались, и вы продолжаете, потому что думали или потому что вы этого хотите, но это оказывается ошибкой. А потому вы оглядываетесь назад и говорите: ага, моя интуиция тогда предупреждала меня, что это был неудачный выбор. Слушайте свою интуицию. Если ты начнешь прислушиваться к своей интуиции с молодости и будешь обдумывать ее подсказки, скорее всего, твой выбор окажется правильным. Узнавайте что-то новое каждый день. Любознательность и стремление узнавать новое не зависит от возраста. Начни это делать уже сейчас. Даже если это новый способ завязывать шарф, даже если это что-то новое в твоей жизни, в технологиях, даже если это новая книга, которая только что вышла, или изучение нового навыка. Интересуйтесь жизнью, интересуйтесь миром вокруг вас и старайтесь интересоваться своими друзьями и тем, что происходит в их жизни, потому что очень часто они скрывают то, что с ними происходит, и то, что вы видите снаружи, не отражают их истинных чувств. Сколько раз мы могли бы помочь другим людям, если бы действительно слушали и пытались понять их. Задавайте им вопросы, попросите, как они себя чувствуют. Ни при каких обязательствах не переставайте учиться. Я думаю, это поможет вам остаться молодым до самого последнего вздоха. И вспомните всех тех женщин в возрасте, которые стали знаменитыми, потому что они следовали своей мечте и не были слишком стары, чтобы учиться чему-то новому. Верьте в себя, никогда не позволяйте посторонним
формировать ваш взгляд на себя, потому что если вы это сделаете, то упустите множество возможностей, и ваша самооценка пострадает. Не беспокойтесь о том, что думают другие. Знаете, я прожила большую часть своей жизни, переживая о том, что думают другие люди, о том, что люди думают обо мне, о моем браке, о моих обязательствах и делах, о том, как я одеваюсь. Что люди не думали, я была слишком озабочена тем, как выгляжу в глазах окружающих, и даже то, что люди думали о моих личных делах. Например, когда у меня была проблема с мужем, мне было так стыдно, что думают люди, что я глупа или безразличная, или как я могла сделать такой выбор в своей жизни, не беспокоясь о том, что думают другие люди. А потом, когда я проходила через возрастную менопаузу, я набрала 10 или 15 килограмм. И я подумала: о боже, люди будут считать меня очень толстой. Чепуха, какая ерунда. Знаете, какая разница, какая разница. Забудьте об этом. И когда вы молоды, это очень сложно, потому что вы еще не до конца понимаете, как вы, и у вас обычно нет достаточно зрелой уверенности в себе, чтобы поверить, что вы уникальные и вы особенные. Но не переживайте о том, что думают другие. Забудьте об этом. Будьте уникальны, будьте запоминающимися, будьте уверенными, будьте гордыми, но самое главное, будьте собой. Я надеюсь, что моя дочь запомнит мои советы и воспользуется моими советами в своей жизни, в учебе, в работе, а потом и в браке, в своей семье. Я надеюсь, что она это вспомнит, и все будет замечательно в ее жизни. Благодарю, что прослушали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи, ребята!